Привет, друзья! Сегодня я снова в Астане, городе, где родилась и выросла. Последний раз я была здесь год назад, а этот влог будет не столько информативным, сколько личным. Покажу вам Астану так, как я ее почувствовала в этот раз. Поехали! Ну что, привет, столица! Добро пожаловать домой. Не была я тут почти год, и я решила, что будет неплохо записать какой-нибудь влог. Не знаю, что это будет, посмотрим. Как понять, что ты в Астане? Зашла я, значит, в кофейню, вышла, прошла в зал прилета, получается, через весь аэропорт, чтобы найти одну единственную кофейню, попросить сделать мне американо, услышать в ответ время ожидания 15 минут. Американо! Это даже не капучино, не знаю, там не спэниш латте какой-нибудь. Я переспросила, говорю, американо? 15 минут? И я одна здесь. Ну ладно, буду я без кофе. Но утренний кофе все-таки был. Попросила водителя такси остановиться по пути возле кофейни. И уже меньше, чем через 15 минут горячий вкусный кофе был у меня в руках. Еще одним приятным сюрпризом стал паспортный контроль. Вежливый и доброжелательный пограничник – это то, что действительно задает тон всему путешествию. Когда знакомство с городом начинается на такой позитивной ноте, то и все дальнейшее открывается только с самой лучшей стороны. Я прилетела в Астану ловить дождь, как по заказу. Так резко, только что светило солнце. В этом вся Астана. Погода здесь действительно может удивлять и меняться в считанные минуты. Солнце, через секунду дождь, а еще через минуту снова солнце. Снег в мае, сугробы в апреле. Погода здесь непредсказуема, но от этого не менее прекрасна. Что, день насыщенный, под дождь попала, карту сделала, деньги поменяла. Завтра еще поеду, сделаю новое удостоверение, потому что я не могу найти свое старое. Все быстро, все супер. Еще зацените мою новую укладку от матушки природы. Лучше всякого дайса. Дождь сделал мне какие-то морские волны, как они называются. Серферские, не помню, забыла слово. Ну, короче, класс, мне нравится. Расскажу вам о 4 вещах, которые стоит знать про Астану. Астана – это самая молодая столица в мире. Город стал столицей Казахстана в 1997 году. За это время он несколько раз менял свое название. Целиноград, Акмола, Астана, позже Нур-Султан, а в 2022 году снова было возвращено название Астана. Кстати, с казахского языка Астана переводится как «столица». Местные часто шутят, что только в этом городе можно родиться, пойти в школу, закончить университет, и все это в 3 разных городах, хотя на самом деле ты никуда не уезжал. В Астане достаточно суровый климат. Зимой температура может опускаться до минус 40 градусов. Это делает ее одной из самых холодных столиц мира. В детстве, во времена школы, мы всегда с нетерпением ждали утра, чтобы узнать, есть ли сегодня отмена, достаточно ли холодно, чтобы остаться дома или нет. В 2017 году Астана принимала международную выставку «Экспо-2017». Она была посвящена теме «Энергия будущего». Один из главных объектов выставки – павильон Нур-Алем. Теперь открыт как музей и привлекает множество туристов. Символ Астаны – башня Байтерек. Это 97-метровая башня, которая символизирует древо жизни. На вершине находится золотое яйцо, связанное с казахской легендой о птице Самрук. Кстати, высота башни выбрана не случайно. Она напоминает о 1997 году, когда Астана стала столицей. Ну и я думаю, сейчас очень хорошо слышно, как сзади меня режут и косят траву. И запах вот этой свежескошенной травы. Скажите мне, есть аромат запаха свежескошенной травы? И еще можно дождя туда добавить. И немного асфальта, мокрого после дождя. Вот так интересно, что все то, что мне казалось очень большим, Байтерек, универ, какие-то здания, улицы, сейчас очень маленькие. И я тут подумала, я возле Байтерека.
у меня особо делов и планов нет. Я решила, почему бы мне просто не пойти, не подняться. Я была там один раз в жизни, очень-очень маленькая. Наверное, где-то в начальной школе еще. Поэтому мы идем на Байтерек. Здесь открывается потрясающий вид на весь город, словно он у тебя на ладони. И этот час, проведенный в очереди, стоил того, чтобы посмотреть на город с высоты. Вход стоит 2000 тенге. Наверх туда я думаю, не пойду, потому что там очередь туда. На вид посмотрела, пойду вниз. А на память о своем визите в Байтерек я взяла себе вот такие брелочки в виде юрточки и домбыры. Сейчас повешу на сумочку. Я сейчас заметила, что, оказывается, в Астане больше не Макдональдс, а I love M, I am кафе. Я даже не уверена, как это правильно называется. Ну, короче, вот как видите на лого. Прикольно. Очень прикольно находиться во дворе в школе, где ты училась. Я пришла с Наташей забирать детей. И очень интересные чувства. Вроде все так же, но все по-другому. Так, мне нужно обновить мои документы, потому что я не могла найти перед отъездом местное удостоверение свое и пару карт. Карты я сделала. Вот сейчас иду сделать удостоверение и расскажу, как это происходит. Что я все сделала? Заняло у меня это ровно 10 минут времени, чтобы зайти, взять талон, заполнить форму, потом записать... Так, что-то забыла. Потом, что я сделала? Оплатила, потом сфоткалась, потом оплатила за ускорение. И все, завтра приду забирать. Ну и пока я была тут рядышком, прям совсем рядышком, я заеду в этот прекрасный магазин, потому что я обожаю эти костюмы. Мне нравятся эти жакеты, пиджаки, то бишь, и я сама периодически у мужа выбираю. Ну, а главное, я была в Лондоне, и все просто обалдели от его костюма. А это был шок. Плюс того, что я периодически забираю у мужа его пиджаки, я всегда точно знаю размер. Я же не одна так делаю, правда, девочки, отзовитесь. Выбрала 2 костюма для президента сердца моего. Будет ходить красивым в казахстанском бренде. Мы идем в музей. Я тут, к своему стыду, не была ни разу. Поэтому сейчас первый раз. Первым делом мы отправились в зал этнографии, где представлена культура и традиции кочевников. Меня особенно впечатлили юрта, музыкальные инструменты, наряды и украшения. Этот зал сразу привлек внимание своей атмосферой и вниманием к деталям. Юрта оказалась невероятно красивой и просторной, с богатым убранством, которое переносит тебя в далекое прошлое. Было бы круто, если бы музей добавил интерактивные элементы. Например, какие-то кнопки, нажав на которые можно было бы услышать, как звучат те или иные музыкальные инструменты. Мне кажется, это добавило бы какой-то особый шарм и помогло погрузиться в культуру еще глубже. Далее мы перешли в зал, посвященный более современной истории Казахстана, а затем в зал современного искусства, где можно увидеть впечатляющую выставку картин. И, конечно же, «Золотой человек» – символ независимого Казахстана.
закончили выставкой картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса». Портрет молодой девушки, принадлежащей к итальянской аристократии, выполненный Леонардо да Винчи. Ранее картина выставлялась всего 5 раз по всему миру, каждый раз привлекая огромный интерес критиков и публики. В целом, музей произвел на меня очень положительное впечатление. И если Национальный музей Катара в Дохе для меня безусловный номер 1, то Национальный музей в Астане уверенно занимает 2-е место в списке лучших музеев, где я была. Эта часть поездки, пожалуй, была самой любимой. Мы отправились на дачу, чтобы жарить шашлыки, сидеть у огня и слушать песни под гитару. Темный лес укрывал нас зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня. Я тебе подарил половинку себя, свет далекой звезды, песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой половинку себя. Все, что было забыто, все, что было, прошло. Ты махала мне вслед бирюзовым платком. Я тебя целовал у ночного огня. Я тебе подарил половинку меня. Проснувшись утром, особенно приятно было собрать с грядки свежие огурцы и помидоры, малину и свежую зелень, а затем приготовить завтрак под легкий дождик. Такой момент – самый настоящий кайф. Вот так в этот раз встретила меня моя любимая столица. Тепло, вкусно, увлекательно и познавательно. Будет здорово, если вы напишите в комментариях, куда обязательно стоит сходить в Астане. Спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии, с удовольствием почитаю.